И это серьезно напугало моих родителей, и мама мне запретила, она спрятала от меня Библию. Я соприкоснулась с Богом, и мне хотелось угождать Ему, а так как, чтобы угождать Ему, нужно знать, что Он написал, и это Библия. Вошли в служение, каждый потом сделал свой выбор, за кем, кому следовать. Первое, что шокировало моих родителей, так как молчать невозможно, когда в тебе загорается любовь к Богу, это невозможно удержать в себе. Это то же самое, как этот огонек, который ты заимел, держать за пазухой, и оно тебе все обжигает. Ты говоришь об этом. И я, естественно, стала говорить об этом маме, папе, всем своим друзьям, всем своим родственникам. Для моего отца было шоком, что я стала непрестанно читать. Он всегда об этом мечтал и учил меня, чтобы я любила вникать в литературу, читать, изучать, но мне больше прельщал спорт, я себя там более комфортно чувствовала, а все, что касается изучения, учебы, мне это неинтересно было. И когда я соприкоснулась с Богом, и мне хотелось угождать Ему, а так как, чтобы угождать Ему, нужно знать, что Он написал, и это Библия. Непрестанно ее стала изучать. Меня так ничто не заинтересовало, как заинтересовала Библия, и я не могла от нее оторваться. И это серьезно напугало моих родителей, и мама мне запретила, она спрятала от меня Библию, но я нашла. Я читала ее при фонарике ночью. Я ждала, когда наступит рассвет, а так как мама знала, что я очень люблю спорт, и для меня пробежка с утра это было очень важно, и поэтому я с утра иду на пробежку, сама брала Библию и в кустах читала Библию. Для меня это настолько было голодом, мне каждая строчка была интересна. Это во многом меняло мое отношение к тому, что я более стала терпелива. Я стала замечать, что если раньше из моих уст какие-то бранные слова были, я не материлась, допустим, тьфу ты, черт, это было для меня постоянной моей завязкой. Здесь я обличаема стала. Зачем я призываю черта в свою жизнь? Оно стало внутри меня как бить колокольчиком, где я что-то неправильно делаю. Поначалу родители, они были насторожены и напуганы. Но потом, видя хорошие изменения, как мама мне говорила, всякий раз, когда ты заходишь в комнату помолиться, ты оттуда выходишь преображенной, ты выходишь оттуда другая. И мама стала замечать в добрую сторону изменения. И она решила посмотреть, куда же я хожу, после чего и Бог ее также коснулся. Другие родственники, также настороженно, но, как ни странно, все мои родственники через время оказались в церкви, стали постоянными посетителями, вошли в служение. Каждый потом сделал свой выбор, за кем, кому следовать. Но Бог дал возможность приобрести практически весь свой род. Не все подруги отреагировали с радостью. Одна из моих подруг, с которой мы вместе росли, она меня встречала не раз в подъезде со словами: «О, привет, монашка, ты вернулась!» И с такими подколами, что я обрела жизнь монашества, и ей не нравилось это. Та подруга, которая с сарказмом ко мне относилась по поводу моей веры, в самое трудное время в ее жизни она обратилась ко мне. И с того времени мы очень добрые друзья. Остальные подруги также очень многие уверовали, были вместе со мной в служении. И со всеми моими друзьями детства, юности моей я до сих пор на связи. Они обращаются за молитвой, и мы вместе с ними молимся. Конечно, сразу же в голове воображение, что нужно в Африку ехать, надо голодных там кормить. Оказывается, Бог ждет от нас верности в малом. И все, что по силам наша рука делать, нужно делать. Но так как я ответственная показывать это молодежи, и за мной шла толпа людей, которые смотрели на меня, и я должна была учить, мне деваться некуда было, так как я хотела угождать Богу. Буквально перед тобой действительно раскрывается дорога возможностей.